Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз гороскоп с мая по декабрь по месяцам до конца 2023 года. Юпитер входит в знак Тельца в мае месяце. Это как раз будет своеобразный переход, потому что прежде он был в Овне, а Овен это у нас решительность, какая-то экспансия, а Телец у нас наоборот, тут все про стабильность, причем финансовую стабильность. Это какой-то новый будет порядок. Структура, потому что Телец любит то, что упорядочено и структурировано. И добавляется, кстати, тут как раз Сатурн, который с 8 марта уже находится в знаке Рыбы. И для вас прекрасное время. Для вас прекрасное время не только на май и не только до конца 2023 года по планетарным всем событиям. Как бы это на года два для вас такой позитивный период, когда вообще в прошлое не стоит заглядывать. Но если мы говорим, начиная с мая, вот этот переход из Овна в Тельца Юпитера, он может, знаете, быть какой-то критической точкой. Почему? Какие-то события мы можем или правду какую-то можем узнать. Мы случайно можем открыть для себя, словно порядок какой-то поменялся. И нам ничего не остается, как признать, что обстоятельства в связи с новым порядком будут меняться. Или какая-то обстановка вокруг вас, ее тоже нужно учитывать, потому что есть какие-то перемены. Это может быть, как знаете, перемены, которые словно кто-то за нас решил, может быть, в небесной канцелярии, или это вот как-то так сложились обстоятельства, когда нам ничего другого не остается, как принять как данность, понимаете? Ну, давайте мы узнаем, как вот как раз на удачу и успех. Достанем по одной карте, что думают карты по месяцам и в чем нам будет сопутствовать удача и успех. А может быть, есть месяц, где мы можем ускориться, а есть месяца, когда лучше не торопиться и не форсировать что-либо. Итак, май месяц и первая карта. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Что у нас будет в мае? Ну да, может быть такой вот переход, я как раз об этом и сказала, потому что если до этого нам пришлось или приходилось где-то, знаете, больше заниматься тем, что от нашей решимости или решительности зависели какие-то вопросы или наше благополучие, а здесь мы можем как бы встать перед совершенно другой реальностью и можем где-то сожалеть о том, что мы что-то сделали неправильно или что-то не предусмотрели. А карта сама по себе мелкая, она нам говорит, да тебе отсюда надо вот ровно на 180 градусов развернуться и увидеть совершенно новые возможности. Все будет в каком-то другом фарватере отстраиваться, наверное, со второй половины, с 16 мая, по крайней мере, теоретически. Это дата, когда у нас Юпитер меняет знак, входя в знак Тельца. И смотреть в будущее с оптимизмом. Нам только вперед. Давайте смотрим дальше, что у нас будет в июне. А в июне успех, карта заслуженного успеха. И вот, наверное, чем быстрее, тем лучше мы развернемся. Ну, нечего передумывать, обдумывать то, что было прежде, даже со знаком минус. Уже мы ничего не изменим. Что случилось, состоялось, проигралось, ну, так тому и быть. А вот смотреть с оптимизмом, и как будто по этой карте обещают успех, дорогу осилит идущие. Отчасти карта мужества, потому что, посмотрите, трое в лодке, лица у них грустные, и карта сама по себе такая темноватая, а ведь обещает именно успех и удачу. Это когда мы, знаете, просто не смотрим вот на эти три разлитых кубка, а развернулись, отплыли от какого-то старого берега разочарований и просто идем вперед. Трое отплывают и даже не хотят оборачиваться. Вот и вам также. И карта обещает успех. И пусть даже мы на своем пути пока не можем что-то просчитать заранее, наверняка. Это предполагается. Может быть, нам придется пройти какой-то период,
в июне, по крайней мере, через какие-то тысячи неопределенностей или как, знаете, какие-то сумерки. И тем не менее, карта совершенства, успеха или завершенного успеха в разных немножко колодах по-разному называется. Но или так, или иначе успех нам гарантирован. Надо сказать, что 6 любая. Это всегда победа. А здесь победа у кого-то это может, например, вы планировали переезд, он у вас состоится. По этой карте планировали смену работы, состоится. Планировали должность поменять, тут тоже как будто сложатся обстоятельства. Карта не говорит, что мы уже увидим результаты какие-то в июне. Хотя это может быть, но совсем не обязательно. Все-таки как будто какой-то путь мы должны пройти вот так, где-то как на ощупь. Но именно результат нас порадует. И это тот наш успех, который на длительный период времени. Это не то, что сегодня пришло, а завтра испарилось. Нет, это какая-то новая реальность, успешная реальность. Но, конечно, от наших усилий здесь все будет зависеть. И от нашей где-то решимости тоже. Давайте мы посмотрим, что у нас будет в июле. Прекрасная тоже карта, тройка пентаклей, карта прогресса, когда мы изучаем что-то новое или сдаем экзамен. У кого-то это может быть конкретный экзамен, вы закончили учебу, и вам нужно подтвердить свой профессионализм, и перед вами вот уже будет открываться какая-то трудовая перспектива. А для кого-то из вас это будет действительно новая должность, вы уже профессионал, но как будто вы можете пойти на курсы или сами, может быть, вы что-то изучаете. По этой карте нас интересует вообще, в принципе, все новое. Это, знаете, как цикличность по этой карте проходит. Словно мы прошли один этап, сдаем экзамен и переходим на новый этап. Как покорение новых рубежей, так, может быть, и рост по карьерной лестнице, увеличение, безусловно, финансового дохода по этой карте тоже предусмотрено. Мы не просто что-то делаем, а для того, чтобы увеличить наш доход на перспективу. Прекрасная карта. Одна за другой, тем более. Вообще шикарно. У кого-то может ведь правда проиграться. Есть какие-то в мае разочарования. В июне я переезжаю, а в июле я адаптируюсь. Учу, может быть, язык или ищу работу, и как будто вы ее найдете. Перспективно вообще прекрасно. А что у нас в августе? Ну, видимо, только в августе вы осознаете, оглянувшись назад, как много я совершил или совершила, какой важный шаг в своей жизни, может быть, я сделал в предыдущее время, и сами себя похвалите. Вы можете подвести какой-то итог. И правда, если у нас, мы сказали, это карта перспектив, когда мы чему-то учимся, мы не просто учимся или сдаем экзамен, а вы словно подведете, знаете, знаменатель под каким-то прошлым периодом и будете смотреть более оптимистично уже на последующие годы. Это у нас ведь карта трансформации, надеюсь, все правильно понимают. Может быть, увы, в августе такая ситуация, когда нам кажется, мы идем в темноте. Вот правда, у вас, видимо, может быть, какой-то вы один словно этап своей жизни проходите, что-то решаете, июнь, дальше словно экзамен, да, мы сказали, подведение итогов и новые перспективы по карте трансформации, когда мы еще какую-то вершину собираемся вообще-то покорить. Причем так, не отглядываясь назад. Это очень смелый какой-то шаг, может быть, с вашей стороны, в августе месяце что-то предпринять. Либо, ну, безусловно, уже предполагается, что мы с чем-то прощаемся, причем так, что мы не хотим оглядываться назад. Мы подводим не просто итог, а мы как будто что-то разрушается, мы готовы от чего-то даже отказаться, потому что мы видим очень реально, что есть по факту. Это наша внутренняя трансформация может быть обусловлена, все-таки это старший аркан, что изменилась обстановка вокруг нас. Какие-то обстоятельства вокруг вас могут вынуждать вас что-либо пересмотреть, переделать. И, может быть, это совпадет опять где-то вот с тем периодом, как по шестерке мечей, когда я снова не знаю, куда мне двигаться, как мне действовать. И тогда мы не делаем больше одного шага за раз. Здесь могут быть какие-то перемены, которые сопряжены именно с той обстановкой, в которой вы будете находиться. Поэтому где-то берегите себя. С одной стороны,
по этой карте это что-то завершается. И нам будет легче от того, что ведь это, по сути, карта свободы. Нас ничто не держит уже. Важно идти вперед. Причем не делая, повторюсь, больше одного шага за раз. Почему? Потому что еще темновато. Вот, наверное, как росток пробивается сквозь темную землю к свету, вот и мы проходим какой-то, ну, такой темноватый путь. Вот, может быть, я не знаю, как действовать по тому или иному вопросу, или какая-то задача жизненная перед вами может стоять в августе месяце, какой-то вопрос, и здесь у каждого ведь по-своему, может быть, это личной жизни касается, может быть, работы, нужно принять, может быть, просто какое-то важное решение, но его сложно принять, потому что где-то могут мешать эмоции. Вот отчасти эмоции, они нам вообще могут мешать. Поэтому больше хладнокровия нужно. Давайте посмотрим, что у нас в сентябре. Ну вот видите, еще один старший аркан. Вы с честью и очень успешно проходите все преграды. И, видимо, благодаря части интуиции, которая предусмотрена по как раз 13-му аркану, мы следуем за интуицией. И уже нам выпадает карта звезда. Это, знаете, когда мы планируем что-то на далекую перспективу. Лет 10-20, вот, наверное, как по Плутону. Думаем о высоком, о какой-то вот нашей цели такой важной. Мы знаем, чего четко мы хотим достичь. Мы знаем, что нам не нужно. Вот мы здесь в чем-то окончательно определились и просто следуем за своей целью. И у нас все получается. Вот, наверное, карта и говорит: сияйте, как звезда. Когда выпадает эта карта, мы должны продумать как будто о собственном имидже. Кто-то из вас задумает, мои дорогие, поменять окружение полностью. Может быть, у кого-то вас словно вынудит ситуация, что я или в другой местности нахожусь, или обстоятельства жизни таковы, что я вынужден, но если не поменять, то причесать как-то это окружение, пересмотреть очень многие вопросы по взаимодействию с людьми. Обстоятельства могут перед вами открывать какие-то новости, понимаете, как и по поводу людей, так и по поводу, кому я могу доверять. Это буквально может и проиграться в августе у вас уже. Когда вы можете замереть от какой-то новости на какой-то момент и подумать: ну надо же, а я-то думала-то вообще-то по-другому. Здесь мы любую реальность принимаем, даже самую, ну, где-то мрачноватую, но она для нас будет именно важна, чтобы понять, что делать дальше. И уже на сентябрь практически нет преград. Эта карта буквально как пространство еще, как по расстоянию. И это может быть какая-то поездка или перемещение, или опять же работа, связанная с перемещениями, или интернет, когда вы можете уйти на удаленную работу или поменять вообще специальность, которая будет именно больше связана посредством интернет или какие-то интернет-технологии, может быть, IT. Тут много что может проиграться. Но по этой карте нам уже обещают, опять же, успех. И это старший аркан. Наверное, где-то вот то, что мы называем судьбой, да, или вселенная, которая на вас, мои дорогие представители знака зодиака Рак, имеет свои какие-то планы, словно какой-то план вселенский начнет действовать в отношении вас и открывает совершенно новые перспективы. Пойдем дальше. Что нам говорят про октябрь? Прекрасно. Карта вдохновения, карта музы, когда мы на своей волне. Кубки – это ваша карта. И здесь как и интуиция наша, так и какой-то творческий проект. Не случайно перед ней звезда. Вы знаете, вы можете как творчество, как какую-то вашу бизнес-идею, как идею по поводу, ну, как-то вашего профессионального раскрытия, да, какой реализации какой-то, или ваших амбиций, здорового честолюбия. Это вот все проходит по карте принцесса кубков. Почему? Потому что, если мы говорим муза, это вдохновение. Когда вы занимаетесь любимым делом, а надо сказать, что как раз Сатурн в рыбах нам и говорит, что мы должны заниматься именно любимым делом. Почему? Потому что Сатурн – это порядок, а рыбы, когда нет никакой границы четкой, да, ну, ваша как раз стихия водная. Это рыбы, попробуй ты поймай. То есть нет какой-то определенности. И поэтому для того, чтобы что-то структурировать, важно заниматься тем, что нам нравится. Когда нам нравится, мы можем какое-то дело переделывать 1000 раз, если это нам придется.
делать, правда. Что-то улучшать, что-то добавлять, от чего-то отказываться. Но одним словом, постоянно как-то вот совершенствовать наше дело, потому что у нас это идет от души. И если мы занимаемся какой-то рутиной, которая, ну, ни разу не вдохновляет, нам хочется все бросить. И мы можем что-то оставить на полдороги. Значит, на весь год для вас будет до конца года важно заниматься тем проектом, который именно вас вдохновляет. Обе карты об этом говорят. И тогда, как по карте звезда прогресс, так и по принцессе кубков, обратите внимание, есть, безусловно, кубок, но из него почему-то выглядывает рыбья голова. Это символ благополучия и денег. Значит, любую мечту воплощаем в реальность, еще и доход. Тут и для души, тут и для кармана. Ноябрь. Шикарно. Шестерка кубков. Карта взаимопонимания. Карта личной жизни. Карта искренних отношений. Может быть такое, что какая-то история, которая, может быть, встала на паузу, или вы были какое-то время на расстоянии с человеком, а здесь все может возобновиться. Или когда мы вообще остаемся довольны. Все же 6. У вас 2 шестерки, 2 каких-то победы уже говорят. И помимо этого еще и старший аркан звезда. Это когда мы остаемся довольны. Мы можем со всеми договориться. И вообще на ноябрь, как и контакты будут очень благотворны, так и какие-то вопросы в вашей личной жизни удачно к решению, так и в принципе мы великие дипломаты и в свою пользу можем любой вопрос повернуть. Так и в принципе ноябрем останемся довольны. Декабрь. Ну, видимо, тут какой-то переоценка ценностей или период нашего выбора. Может быть, будет что-то предложено за этот период, или вообще по этой карте идет душевное равновесие. Может быть, в конце года вы будете подводить своего рода итог, что я хотел совершить или хотела, и что у меня получилось. И с чем-то вам придется определиться. Вполне вероятно. Это ведь когда двойка мечей, это у нас словно развилка. И значит, будет о чем подумать или принять какое-то важное решение. По этой карте мы должны слушать себя самого. Или, мои дорогие, для вас может поступить с учетом того, что у нас все-таки шестерка кубков в ноябре выпадает. У нас будут какие-то новые предложения и перспективы. И нам в декабре, скорее всего, я думаю, для большинства проиграется именно так. Нам просто придется определиться, подвести словно баланс, от чего-то отказаться в пользу чего-то нового. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Это, кстати, может проиграться как с личной жизнью, так и какие-то по вашей карьере, по вашему бизнесу новые перспективы. У каждого здесь по-своему. Перекладывайте на себя, мои дорогие, будьте счастливы.